И снова аниме в eFootball. Насколько хорошим получилось обновление с очередным аниме-тайтлом? Впрочем, думаю, ответ известен вам заранее. И все же, помимо очередной коллаборации, в игру также завезли контент, приуроченный к возвращению Лиги Чемпионов и Золотому Мячу. И как ваш проводник в этот прекраснейший мир гандикапа и донатного контента, ознакомлю с сегодняшним оперативным обновлением. А если вам необходимо пополнить баланс ваших монеточек в eFootball, то это можно сделать на PlayRock, ведь именно там вы найдете одни из самых выгоднейших предложений для eFootball Mobile. Если же вы играете на ПК, то на PlayRock также можно пополнить свой аккаунт Steam. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Не успела закончиться предыдущая кампания, как начинается новая, и посвящена она коллаборации с карточной игрой Yu-Gi-Oh!, которая продлится около месяца, начиная с сегодняшнего дня и по 23 октября включительно. За это время в игре состоится два этапа этой кампании, контент в которой, по сути, не будет сильно отличаться друг от друга. Вы сможете забрать невероятные украшения для вашего стадиона, заработать немного монет, забрать бомжатскую карточку Неймара и пару дефолтных карточек с игроками сборной Франции. И вот смотришь на всю эту прелесть и с тоской вспоминаешь кампанию по Blue Lock, которая была еще во времена eFootball 2023, когда и оформление было поинтереснее, а не просто игроки на фоне каких-то карточек, и сами карточки были с бустом, и эпические инзаги за 1500 монет. Да и выбор в пользу игры Yu-Gi-Oh! Мне совершенно непонятен, ну помимо того, что это еще один проект, над которым работают Konami, тогда как предыдущие два тайтла были непосредственно связаны с футболом, а этот, ну, вообще мимо. В таком случае ждем коллаборацию с каким-нибудь Иссякаем или Гаремником, на крайний случай с Боку но Пико. Эпический набор в честь вручения Золотого Мяча тоже ни о чем, на мой субъективный взгляд. Во-первых, дизайн. Konami на полном серьезе считает, что одного отдаленного силуэта на подвижном фоне будет достаточно, тогда как прочие фанатские варианты смотрятся намного лучше, как мне кажется. Но дизайн — это субъективщина. Более важны скиллы, которые Konami раскидали игрокам. Ямалю, например, зачем-то дали острые навесы, тогда как Дембеле не дали скоординированные удары, будучи нападающим. Я бы еще понял, если бы это было попыткой не повториться с теми же самыми бигтаймовскими версиями, но у бигтайм Дембеле было взрывное ускорение, а те же самые острые навесы есть и у Ямаля за 1800 монет, поэтому выбор в пользу этих скиллов мне не совсем понятен. И если до релиза этого пака я еще задумывался о том, что возможно покрутил бы данный пак, то после его непосредственного релиза я вообще передумал это делать. Команда недели. Возможность забрать желаемого игрока за селективный контракт после 4 круток того или иного пака остается. То есть, как и на прошлой неделе, вы тратите 3 платные крутки и 1 подарочную крутку, будь то обычного пака команда недели или же пака недели, посвященному Лиге Чемпионов. Шибко интересных карточек, на мой субъективный взгляд, тут особо нет. Но я заметил одну интересную тенденцию. Для всех центрбэков, которые фигурируют в этих двух паках, Милитао, Маркиньюса и Ван Дейка, Konami нарисовали более-менее играбельные цифры скорости ускорения, как раз таки под нынешние реалии геймплея. Это означает, что, судя по всему, как-то менять баланс в этом отношении Konami в ближайшее время пока что не собираются. И снова ненадолго вернемся к нашей новой кампании, которая посвящена карточной игре. В ее рамках нам раздают бесплатную карточку Неймара, тогда как сегодня, помимо всех остальных паков, также стал доступен и шоутаймовский набор по чемпионату Бразилии. И как раз таки в этом паке появилась еще одна карточка Неймара, только на сей раз Showtime версия. Это очередной пак из серии, когда для того, чтобы добить полный рейтинг для карточки, вам нужно собрать фуловый состав. И даже такая далеко не самая праймовая версия Неймара получает достаточно ощутимые такие глобальные цифры, но только при одном условии, если у вас будет полностью собран состав из игроков бразильской лиги. Я это все к тому, что в целом интересно, что такая карточка появилась, что Konami в целом вспомнили, что Неймар у нас бегает за Сантос. И второй момент — это тот самый контраст, который мы наблюдаем, получая какую-то невнятную бесплатную карточку, которая, ну, даже фри-то-плейным аккаунтам особо не понадобится. Тогда как за пару-тройку круток на ваши монеты вы сможете забрать вот такую вот, ну, далеко не самую плохую карточку, даже если учитывать, что для полного раскрытия ее цифр нужно собрать полностью тематический состав. И в комментариях под постами, которые были связаны с предстоящим
настоящим контентом на сегодняшний день, я успел прочесть такое мнение, что было бы здорово, если бы Konami раздали тех же самых лауреата и номинантов на Золотой мяч не за монеты, а просто так, за бесплатно. Ну а если честно, подобное мне кажется чересчур фантастичным, тогда как раздача подобной шоутаймовской карточки вместо вот той бесплатной карточки, которую мы получили по итогу, мне кажется куда более реальным, и я думаю, что Konami от этого сильно бы не потеряли и иной раз бы порадовали игроков. Но что имеем? Эпический пак, который мы видим в следующий понедельник, возвращает нас в испанскую Ла Лигу после того, как большая часть эпиков была посвящена именно итальянскому чемпионату. Наконец-то хоть какое-то разнообразие. Ну и по сути этот пак — это перевыпуск уже знакомых нам игроков и знакомых нам карточек. А в частности в понедельник появится снова карточка Икера Касильяса, та же самая, не самая молодая моделька, но как бы версия это подразумевает, что это его как бы вроде как дебютный сезон. Это версия Лилиана Тюрама за Барселону и перевыпуск карточки Эдмилсона. Вот таким вот выдался у нас четверг, как всегда, посредственный контент, посредственные компании. Я понятия не имею, о чем думают Konami, потому что, несмотря на все эти попытки добавить какой-то контент в игру, это все кажется не более чем фикцией, которая вообще никак не привлекает внимания, которая не заставляет играть в эту игру, не заставляет тратить на нее время, потому что нет чего-то такого, ради чего действительно стоило бы заходить. Ну а ваше же мнение по всему контенту я буду ждать в комментариях под этим роликом. Довольны ли вы тем, что мы сегодня получили? Что вы думаете насчет пака с номинантами и лауреатом Золотого мяча? Ну и обо всем этом не только, также пишите в комментариях. Поддерживайте это видео своими большими пальцами вверх, подписывайтесь на канал, если вы находитесь здесь впервые. Ну и приятной всем игры. До скорых встреч!